Всем привет, добрый вечер. Вы на канале Дубль 2, я Галина. У нас уже, можно сказать, ночь. Сейчас 22:15. В Москве на 2 часа больше. Это значит уже первый час ночи. Но мне пока не спится. Я решила записать еще видео, в котором я хочу рассказать, поделиться с вами о том, как вообще получилось так, что мы переехали в Сербию. Также мне задают вопросы, почему именно в Сербию, как мы к этому вообще пришли. Наверное, чтобы понять, в принципе, как я думала, то немножко нужно понять обо мне. То есть я родилась в Крыму, в городе Керчь, на берегу Черного моря. Я морской человек. Мой папа всю жизнь проработал моряком на рыболовецких судах. Он уходил в рейс на 9 месяцев, возвращался на 3 месяца и снова уходил на 9 месяцев. В общем, вся жизнь проходила в море. Достаточно тяжелая эта работа. Он работал механиком в машинном отделении. И всю жизнь он посвятил этому морю. Крым он очень любил. Всю жизнь почти он прожил в Крыму. Приехал он туда, можно сказать, после армии, 18 лет, то есть отслужив в армии, он приехал в Крым жить. Там познакомился с моей мамой, получилась семья, и родились потом я и мой брат. В общем, что я хотела сказать, что мой папа родился на Украине, Хмельницкая область. Это был самый замечательный человек. Моя мама русская. Я не могу разделить себя напополам. Я и украинка, я и русская. Также во мне есть и польская кровь, потому что у нас была бабушка полячка по папиной линии. Поэтому ответить для себя на вопрос, могу ли я дальше жить в России, я смогла ответить, но я поняла, что нет, не могу. Поэтому я приняла решение, что мы должны переехать. Почему переехать, наверное, понятно. А почему именно в Сербию? Попробую объяснить. Люди не делят здесь на украинцев и на русских. Сербам все равно, они относятся хорошо и к русским, и к украинцам. И прекрасно все понимают. Никто здесь ни русских, ни украинцев за то, что они переехали жить в Сербию, не осуждает. Во всяком случае, я с этим не сталкивалась никогда и ничего подобного не слышала. Самое первое мое впечатление о Сербии было от моего земляка, который здесь уже жил на это время, и я слышала только хорошие отзывы. Он говорил, что ему очень нравится, он уже, наверное, года около 3 лет здесь живет, и всегда отзывался очень хорошо и о людях, и о городе, он в городе Ниш также живет, и о стране. Поэтому я не слышала ничего плохого от него. То есть непосредственно человек здесь уже жил 3 года. Это было мое первое впечатление, когда мы приехали сюда уже с сыном, чтобы выбрать себе жилье, настроенные на то, что мы, возможно, купим, возможно, нет. То есть мы не знали, все ли у нас сложится, но мы приехали с этой целью впервые. Сербия мне тоже понравилась. Особенно понравился город Ниш. Когда мы переехали из Белграда, сначала пожили в Белграде, а потом переехали в город Ниш, то я увидела именно тот город, который мне показался именно уютным, тот, что подходит мне для жизни. Конечно же, у людей разные мнения, у всех людей разная жизнь была. Для меня город Ниш уютный, чистый, то есть мне здесь все нравится. Мне не нужны большие небоскребы, как в России, в Москве, либо в Белграде. Мне не нужно множество людей, мне не нужно большое скопление машин, транспорта и так далее. Я люблю вот такую жизнь, которая в нише. То есть это не поселок, это город, но и не крупный. Нельзя сказать, что здесь небоскребы и так далее. То есть это такой город, который имеет и высокие дома, и частный сектор. Он имеет и много
каких-то движухи такой, то есть где людей много в центре, и улочки очень спокойные, тихие. То есть много разных мест, которые могут понравиться разным людям. И кто любит и суету, и кто любит и тишину. Я больше люблю тишину. Вот, поэтому Ниш мне очень понравился. Он резко отличался от России. В России ничего подобного я не видела. Это уютные огородики возле, вернее, не огороды, а сады такие, участки перед домом. Очень все облагороженные, усаженные зеленью, цветами, какими-то дизайнерскими штучками, кто на что гораст, в общем, как придумывают. Нет высоких заборов. Здесь не принято ставить высокие заборы, которые ограждают все дома. То есть все возле дома территория, она вся открыта. Ее можно всегда увидеть, как сербы выходят в летний период времени, ставят большие столы, садятся все с семьей ужинать, и ты просто мимо проходишь, видишь этих людей, и это создает уют. Для меня Ниш именно показался уютным городом, душевным. Поэтому мне здесь понравилось. Ниш по своим размерам занимает 3-е место в Сербии после Белграда и Нови Сада. 3-е место – это Ниш. Он, как я уже сказала, не крупный город, но и не маленький. Конечно, работу в Нише найти можно. Варианты есть, но немного, выбор небольшой. Если бы это был Белград, конечно, работы было бы значительно больше выбора. В этом минус. Но опять же, повторяюсь, это и не самый маленький город, где нет совсем работы. То есть ее нужно будет поискать, но это меньше, чем в крупном городе, чем в Белграде, скажем. Ниш является южным культурным центром. Здесь летом очень много всего интересного. Можно каждый день вечером выходить, да и днем тоже, и ехать в центр города, либо идти, потому что мы живем недалеко от центра города. У нас на автобусе получается ехать минут 7 до центра, до крепости, где проходят разные мероприятия. И практически все лето там что-то есть, что можно каждый день посмотреть. Люди гуляют до самого поздна, до часа ночи. Тем более, что летом достаточно жарко, поэтому люди выходят гулять в основном поздно вечером. Днем они дома при кондиционерах отсиживаются. Конечно же, никто не выходит на улицу в самую жару, в самое пекло. Все от нее прячутся. Потому что было у нас и 40 градусов, и даже 42 мы застали. Это тяжело. Но что я могу сказать? Я с таким климатом знакома. Я выросла, я напоминаю, в Крыму, где точно такой же климат, абсолютно такой же. То есть 40-42 у нас было и в Крыму, и летом никто не выходил днем, выходит вечером. Купаться на море никто днем не ездит из местных. Там купаются только приезжие, которые не понимают, насколько опасно дневное солнце, что можно сгореть и получить солнечный удар. И просто приезжают на какое-то время и пользуются любой минутой, чтобы полежать под солнцем. Этого делать категорически нельзя. Это очень вредно. Поэтому я с таким климатом знакома. Я понимаю, когда можно появляться на улице, когда нельзя. Вот, что нужно пить много воды в этот период и так далее. То есть мне этот климат знаком, меня он не пугает. Зима здесь короткая, достаточно теплая, но бывают и морозы, и, как выяснилось, бывает и снег в этом году. Вот, в общем, Ниш мне понравился. Люди, сербы, мне очень понравились. Ну, какие-то моменты я могу рассказать. Например, когда мы приехали сюда первый раз и купили квартиру, у нас была с собой сумка, такая немаленькая, где я с собой привезла уже пару комплектов постельного белья, там какие-то полотенца, еще что-то из одежды. И мы понимали, что все, мы уже вот приобрели квартиру, и через какое-то время, там, через год, через полтора мы сюда уже переедем жить. Ну а смысл таскать эти вещи? То есть они нам и здесь нужны будут. Зачем нам их увозить обратно? Но когда мы эту квартиру купили, дом еще строился. То есть он был на стадии строительства. Здесь практически все было готово, но не было ни света, ни воды.
Сюда в квартиры заходили еще рабочие, потому что они что-то доделывали, парапет на балконе, душевую устанавливали. То есть еще рабочие работали. Подъезд еще был весь такой затоптанный, то есть строительный такой. Видно было, что все в процессе еще. Но, в общем-то, дом был почти готов. И мы спросили застройщика, а можно мы эту сумку как-то здесь оставим? Он сказал: да, конечно, оставляйте. Поставил ее просто в комнату и сказал: не волнуйтесь, никто не тронет. И мы приехали через год. Вот наша сумка с вещами как стояла. Напоминаю, квартиры были не закрыты, квартиры были полностью открыты, потому что все рабочие ходили из квартиры в квартиру, что-то доделывали, то в одной квартире, то в другой. С улицы можно было тоже зайти в дом. Но никто не зашел, ничего не взял. Наши сумки вот как стояли год, так они и простояли до нашего приезда следующего. Вот. Потом, ну какие еще моменты? Ну, например, момент такой, когда мы приобретали первую нашу мебель сюда, мы приехали, и здесь еще не было ничего, естественно. И нам нужно было как-то уже оставаться здесь жить, и мы заказали диван. Самым первым, что мы заказали сюда, это диван. То есть пустая квартира, ничего нет, ни стола, ни кухни. Как-то я там плиточку какую-то поставила электрическую на коробке сверху. То есть мебели не было совсем. И диван нам изготавливали. Сразу сказали, что диван будет изготовлен через 3 недели. Достаточно долго. И когда я стала спрашивать, что нельзя ли как-то ускорить, потому что нам нужно на чем-то спать, то есть у нас совсем ничего нет в квартире. И тогда нам парень этот, который продавал мебель, это был магазин достаточно большой мебельный, и он сказал, что ну давайте я вам помогу. И они нам просто привезли в квартиру 2 огромных матраса. Реально огромных, новых, в упаковке. Они даже в целлофане, то есть полностью новые, запечатанные. И мы их постелили вот здесь вот в углу комнаты, и так спали этих 3 недели. Потом уже нам привезли диван, мы уже купили мебель остальную. Но первое, что было, это матрасы, которые нам просто предоставили, войдя в наше положение, что нам не на чем вообще спать. И когда нам привезли уже диван, эти матрасы просто ребята приехали и забрали. Такие же новые, мы их не распаковывали, они в упаковке, в целлофане так и были. Вот, конечно же, это показатель, то есть люди неравнодушные. Честно говоря, за полгода жизни здесь я могу много случаев приводить в пример. Ну, не буду этого делать, вот, но примеров много достаточно. Один из тоже примеров такой, что здесь принято вполне нормально, когда дети помогают взрослым незнакомым, чужим. То есть у нас, возможно, это было когда-то где-то в поселках, сейчас этого в городах, безусловно, нет. Люди, конечно, чужие друг другу. Здесь все-таки этого нет. Здесь немножко по-другому. Мы шли как-то из магазина с сыном и несли, машины у нас нет, мы несли в руках продукты. У меня 2 пакета, у сына 2 пакета. И нам навстречу шли вот по улице, не по нашей даже, туда чуть дальше, шли 2 мальчишек, лет, наверное, по 10-11, вот такого возраста. И они просто увидели, что мы тащим эти продукты в руках. И мальчик этот спросил меня: «Треба помочь?» То есть нужна помощь, нужно помочь. Вот, то есть я улыбнулась, сказала, что не. Ну, это было очень приятно. Это было очень приятно, потому что, ну, казалось бы, то есть мы устали от такой жизни, когда человек человеку волк, когда никто никому ни в чем не поможет, когда ты даже живя в одном доме с людьми, встречаешься в лифте, и ты не знаешь, кто они. То есть ну, настолько чужие все друг другу. Это, конечно, греет душу. Такое отношение, это приятно. Я ни в коем случае не идеализирую. Случаи бывают разные, люди бывают тоже разные. Вот, например, пока нас не было, пока мы еще здесь не жили, мы уже приобрели эту квартиру, лоджия, естественно, стояла открытая, и там скрутили розетку. Ну, то есть копеечная. Ну, сколько стоит розетка? Ну, кто-то вот не поленился, залез, скрутил ее. То есть такие вещи тоже бывают. Все люди разные, я не идеализирую.
Но, в общем-то, вот эта вот взаимовыручка, взаимопомощь, она в Сербии прослеживается. То есть здесь чувствуется такое отношение а, помощи, то есть вместе, стараются держаться вместе. Однажды мы видели в поликлинике такую ситуацию, когда у парня было что-то с ногой, проблема какая-то, травма, видимо, и он стоял к врачу, и как-то он так подвернул, что ли, ногу, то чуть не оступился, как-то так, вот что-то какое-то такое было движение у него. И меня удивило то, что подскочили все. Вот все, кто сидели, они просто дружно подскочили, его пытались поймать. Женщины, мужчины. Реакция была одинаковая у всех сербов. Вот, поэтому вот эта вот взаимовыручка, взаимопомощь, как это ощущение вот вместе, вот народности какой-то, здесь это есть. Поэтому здесь проходят забастовки, поэтому они вместе собираются, потому что у них есть чувство единства. Была у меня мечта, но все пошло не так. В 2017 году я взяла квартиру в ипотеку в Подмосковье, выплачивала ее до 2023 года. И когда я ее выплачивала, было достаточно тяжело, конечно же, одной платить за нее. Мы жили с сыном достаточно тяжело. А, Вообще экономили на всем, что только можно было. В общем, далась она тяжело. Но я жила мечтой о том, что я ее потом продам и вернусь к себе на родину, в Крым. То есть я построю там дом. На тот момент у меня был участок на берегу моря в городе Керчь, в шикарном, отличном месте. Это была дача еще моих родителей. Потом, когда папа не стало, то наш участок 12 соток разделили нам пополам с братом. Брат его сразу продал, а я сказала, что нет, я буду им пользоваться, я построю здесь дом. И в планах с возрастом у меня было построить там дом и переехать туда жить. Потому что место это было просто шикарное. Это был просто берег моря, немножко за городом, за городом Керчь. Я настолько привыкла к морю, что мне сейчас достаточно не хватает его, тяжело. Ниш очень сильно похож на Крым, но, конечно, в нем нет моря. В общем, планы мои были, в общем, скрипя душой, тяжело было, но я хотела выплатить эту ипотеку и продать ее потом, эту квартиру, и переехать, вернуться к себе на родину, в Крым, город Керчь, построить себе дом на этом участке, который находится на берегу моря. А, Но случилось так, что в 22 году все изменилось. В 23 году у меня ипотека закончилась, и я таки продала свою квартиру, как я планировала. Но, конечно же, не построила дом, а поехала в Сербию и купила квартиру здесь. То есть, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Ну, иногда и не Бог. Вот. В общем, ну, удивительные совпадения. Когда я приехала в Сербию и в город Ниш, я не ожидала, что настолько будет Ниш похож на Крым. То есть я уже рассказывала в некоторых своих видео о том, что даже есть какие-то районы вот внешне очень сильно похожи на крымские. То есть можно сфотографировать и сказать, что вот это там то место в Крыму, да, то есть настолько визуально похоже. Не говоря уже о климате, не говоря уже о том, что здесь растут те же самые фрукты, что и в Крыму. То есть очень-очень похоже. Иногда я даже спрашиваю вот Алису, скажи, какая сейчас погода в городе Керчь, какая сейчас погода в Сербии, в городе Ниш, и практически всегда погоды совпадают. То есть тот же климат. И даже удивительным образом, как это говорит знаменитый персонаж мультфильма Угвей, случайности не случайны. То есть получилось даже так, что то место, где у меня находился участок на берегу моря, называлось Пантикопей, а сейчас район, в котором мы живем, называется Пантелей. То есть достаточно даже в этом схожести есть. В общем, у меня получилось так, что мы строили одни планы. Я, вернее, строила одни планы, мечтала об одном. Но случилось все по-другому. И, в общем-то, все случилось, сложилось хорошо. То есть квартиру свою я все равно продала.
пустила ее в дело, то есть на эту квартиру, которую я выплачивала в ипотеку, я приобрела квартиру здесь, в Сербии. В нашем доме продается квартира на втором этаже. Мы живем вот на первом этаже. Квартира, которая продается на втором. Двухкомнатная она, 54 квадратных метра. Стоит она 93 тысячи евро. Сейчас я поднимусь туда. Так, второй этаж по-сербски это первый. Едем на первый этаж. Вот такой вот у нас лифт красивый. Вот видео квартиры собственник уже скинул нам сам, показал, какая квартира. Я ему сказала, что я веду YouTube канал, и, возможно, кто-то из русских будет заинтересован в покупке квартиры. Поэтому я могу выложить на своем канале это видео. Так, здесь должен включиться свет при движении. Ну-ка, включайся. Вот он включился. В общем, это квартира. Вот это. Номер 7 у нее. Это уже 8-я. Здесь у нас, я уже говорила, 4 этажа. На каждом по 4 квартиры. То есть небольшие вот такие вот пролеты лестничные. Не лестничные, а вот. Так, ну-ка, включайся снова. На датчик на движение свет у нас работает. В общем, я уже показала, вот она. Сказала, что информацию какую о ней, что она на втором этаже в нашем доме находится. Двушечка, там 2 полноценные комнаты и кухня отдельная. 93 тысячи евро, 54 квадратных метра. Это получается за метр 1720 с небольшим, 25, кажется, евро за 1 квадратный метр. Сейчас эта цена вообще небольшая. В нашем районе квартиры начинается стоимость от 1900 и 2000 евро. Это прям минимум. Вот. А по поводу того, что можно ли приобретать русским квартиры в нашем доме, можно. Мы тому пример. Мы купили, у нас все хорошо. Нам дали ВНЖ, разрешение на работу. Поэтому этот дом считается до сих пор новостройкой. Поэтому приобретать русским квартиру здесь можно. Здесь в этом нет никакого нарушения. Также вам дадут ВНЖ, как и нам. Если кто-то заинтересуется, пишите, я отвечу. Так что напомню, что в нашем доме есть уже 2 русские квартиры. Одна наша и одна еще людей, москвичей. Так что, если кому-то интересно, пишите, я у него спрошу, передам ему информацию. Есть возможность сделать в нашем доме еще и 3-ю русскую квартиру.
Вот, кстати, к вопросу по поводу смога. Я только что, минуты 2 назад, вышла на балкон. Думаю, ой, какой смог, как у нас пахнет паленым гарью. Не стала проветривать в квартире, закрыла балкон. И что-то пришла мне мысль в голову, думаю, а может быть это просто от соседней трубы временное какое-то явление. Вот просто ветерок развернулся в другую сторону, и никакого запаха нет. То есть бывает действительно так, что просто от рядом стоящих домов тянет немножко вот этот запах от трубы. И кажется, что думаешь, что вот смог какой-то там. На самом деле это вот временное явление, ветер развернулся, и уже никакого запаха нет абсолютно. Моя картина высохла. Сейчас я ее буду снимать и обрамлять в рамочку. Я купила вот такую рамку, практически белая. Буду ставить ее сюда. Стоит такая рамка 1200 динар. Размер у меня картины 50 на 40. Одну только я вытащила. Вот эту. Снимаем. Вот это пластиковое стекло нам не надо. Мы его выбрасываем. Если бы была фотография или, может быть, рисунок, вот, то можно было бы использовать это стекло. Но для картины мне оно не нужно. Это на выброс. Все, теперь будем снимать малярный скотч. У нас должна получиться аккуратненькая рамка. Все, снимаем наш скотч. Так. Вот получается аккуратная рамочка такая. Почему важно ровно ее приклеить, чтобы краска туда не попадала, плотно очень, чтобы она осталась ровненькой, белой и аккуратной. Все, отлично. Так выглядит наша картина. Все-таки где-то она еще не досохла. Возможно, это на бумаге, на скотче. В общем, руки у меня испачкались. Берем все-таки еще аккуратно, потому что, может быть, она где-то не досохла. Чтобы не испортить все, нужно делать все очень аккуратно. Так, и закроем еще теперь вот этой штукой, картоном. Вот эту сторону я поставлю. Здесь есть такие крепежи, хотя у меня есть еще отдельные колечки, которые крепятся к самой рамке, и потом я прикреплю. Но так как эти шли в комплекте, пускай они тоже будут.
Человек, когда приобретет, он сам решит, какой ему крепеж удобнее. В общем, вот что у нас получилось. Ну и, конечно же, одно из самых главных — это автограф художника. Я обычно подписываю все свои работы вот таким контуром, разными цветами. Просто смотрю, который может подойти лучше. Черным, такой под бронзу. Вот это вот оранжевый такой. Это красновато-розоватый. У меня здесь есть такой оттенок красновато-розоватый, поэтому я буду именно им подписывать. Посмотрим, как он у нас будет. Да, нормально. Расположим мы его в левом углу. Я подписываю иногда в правом, иногда в левом, иногда в центре. В центре я имею в виду внизу, конечно же. Вот, но здесь мне больше нравится в левом. И напишем год. 26-й теперь уже. Вот так это выглядит. Она должна хорошо высохнуть теперь. Так выглядит моя готовая картина. Это масло, холст 40 на 50 сантиметров. Такая морская тематика. Сегодня я начну рисовать вот такую картину. Белая лошадь и девушка-эльф. Почему-то мне захотелось внезапно нарисовать что-то такое красивое, сказочное. Я сделала набросок на холсте. И начну рисовать.